Всем привет! Сегодня будем делать очень вкусное и густое яблочно-сливовое повидло. Оно настолько густое, что можно хоть ножом резать. Для приготовления нам понадобится всего 3 ингредиента и совсем немножко усилий. Итак, нам понадобится 1 кг очищенных от косточек слив. 1 кг яблок также очищаем от хвостиков и семечек. Яблоки желательно порезать на средние кусочки, чтобы они быстрее сварились. Добавляем 50 мл воды. Ставим на плиту и варим на средней температуре. Периодически перемешиваем. Фрукты должны полностью развариться. Этот процесс занимает примерно 40-50 минут. Когда фрукты полностью разварились, стали такой кашицей, перебиваем их блендером. Масса становится однородная, но чтобы она была более гладкая и имела идеальную консистенцию, я перетираю через сито. Процесс перетирания занимает не более 10 минут. Это совсем не сложно. Добавляем в сито пару аполлоников яблочно-сливовой смеси и делаем круговые движения. Смесь быстро проходит через сито, а все лишнее остается. Обратите внимание, что перетирать нужно именно аполлоников, так намного быстрее. Пока я занимаюсь этим увлекательным процессом, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. В перетертую массу добавляем 1 кг 200 г сахара. Перемешиваем, ставим на плиту и варим на средней температуре. Когда сахар растворился, уменьшаем температуру. Варить нужно 2 часа на низкой температуре. Периодически нужно перемешивать, чтобы не пригорело. Готовая масса станет значительно густой, будет медленно стекать с ложки, а на поверхности будет оставаться узор. Горячее повидло разливаем в стерилизованные банки. Сейчас повидло еще жидкое, но когда оно остынет, станет значительно густым. Напишите в комментариях, любите ли вы однородное повидло или все-таки отдаете предпочтение вареньям, где есть целые кусочки фруктов. Банки плотно закручиваем крышками, либо закатываем ключом. У меня получилось 1,7 литров готового повидла. Яблочно-сливовое повидло получается очень вкусное и сладкое. Такое повидло отлично подходит для выпечки, например, рогаликов либо пирогов. Повидло получилось такое густое, что практически не растекается. А еще можно поставить ложку, и она не будет падать. Дети будут в восторге от такого варенья. С кусочком хлеба и чаем, вкуснятина. Обязательно сделайте такую заготовку на зиму. Приятного аппетита!